Всем большой-большой привет. Всех очень рада видеть. Всех, кто на этом канале впервые. И всех тех, кто уже смотрел мои видео ранее. Записываю этот ролик, наверное, уже 10-й раз, потому что мои соседи поругались. Они кричали друг на друга очень долгое время. Судя по тому, что я услышала из-за собаки. Не знаю, как они до сих пор не сошли из-за нее с ума, но она действительно очень много лает. И, видимо, это служит конфликтом внутри их семьи тоже. Сегодня хотела записать видео такого немножко рекламного характера. Я хочу пропиарить себя как художника. И мне будет приятно, если вы все-таки посмотрите это видео. Потому что я недавно закончила свою картину очередную. И мне кажется, что это идеальный АСМР-триггер. Вещь, которую я держу в руке, это непосредственно тот инструмент, которым я работала. И в целом я уже готова ее показать. Вот она стоит рядом со мной. Те, кто уже смотрели мои видео, наверное, поняли, о чем пойдет речь. Эту картину я показывала в одном из них. Эта картина называется «Мозаика», но мне это название не нравится. Я предпочитаю говорить пиксель-арт. Пиксель, 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 пиксель. Сейчас объясню, почему. Ранее у меня уже был опыт с мозаикой. Я собирала круглую мозаику, и она была большая. Под конец мне это уже надоело, и я подумала, что я больше никогда не вернусь к мозаике. Но не так давно я увидела, что существует не только мозаика из круглых бусинок, но есть еще и квадратная. Посмотрите на нее вблизи. Это очень-очень много часов работы на самом деле. Я взяла ее, потому что она показалась мне сложнее. Сложнее значит интереснее. И это на самом деле так. Давайте я покажу вам ее немножко издали, чтобы вы смогли оценить изображение. Вот она такая мозаика. И в целом, если смотреть на нее издалека, то есть ощущение, как будто бы это обычная картина, написанная маслом или акрилом. Но единственное, что ее выдает, это вот этот вот блеск, шикарный отцвет, потому что каждая бусинка, она блестящая. И мне очень понравилось это изображение, оно такое очень-очень яркое, потому что сейчас зима, все такое серое и грязное и депрессивное, а эта мозаика, она несет в себе такой позитив и заряд энергии, как будто бы напоминает о лете. Она очень-очень уютная.
Это видео я записываю не просто так. Я хочу пригласить вас поучаствовать в моем аукционе. Я объясню, почему аукционе. Ранее я уже проводила аукционы, и такая идея у меня возникла, потому что я не могла назначить цену для своих картин. И мне показалось, что будет намного лучше, если люди сами оценят стоимость картины и назначили бы ей тот ценник, за которую готовы были бы ее купить, за которую хотели бы ее купить. Я решила, что я очень-очень хочу, чтобы эта картина обрела своего хозяина и свой новый дом. Я как истинный, а может быть как типичный художник, считаю, что смысл жизни в том, чтобы оставить что-то после себя. И мне безумно приятно, когда я осознаю, что мои картины есть в Москве, в Питере, в Сочи, в Ростове, в Челябинске, в Белгороде. То есть они есть даже в тех городах, в которых меня самой никогда не было. И кто-то каждый день, а может не каждый, любуется ими, и картина служит напоминанием, воспоминанием обо мне. Будет очень здорово, если она кому-то приглянется. И еще лучше, если она подходит кому-то под дизайн интерьера и идеально там впишется. Аукцион уже проходит в моем телеграм-канале. Он будет длиться 5 дней, так что я думаю, вы успеете поучаствовать, и я буду очень рада и признательна. Ссылка на него будет в описании. И я вас там очень-очень жду. Конечно, я понимаю, что это не совсем тот вариант картины, которые я рисую обычно. Эту картину я даже не рисовала, не писала. И я отнюдь не говорю, что я автор. Но я действительно работала над ней и очень-очень старалась. Кроме этого, это не первый и не последний, я уверена, аукцион. Эта тема кажется мне очень необычной, очень классной. И хотелось бы дальше писать картины и, возможно, превратить это в заработок, возможно, какой-то второстепенный доход. Если вдруг вас это заинтересовало, то могу сделать обзорчик на другие свои творения.
целом я и так стараюсь периодически показывать что-нибудь новенькое из того, что я сделала. Но в основном все это происходит в моем телеграм-канале. Я все-таки хочу, чтобы YouTube оставался именно с тематикой АСМР. На сегодня все. Была рада провести с вами это время. Хотелось бы, конечно, подольше, но не переживайте, я стараюсь записывать видео как можно чаще. Напоследок, на самом деле, хотелось бы очень поблагодарить людей, которые на меня подписаны, потому что я не ожидала, что у нас найдутся общие темы для разговоров, какие-то пересечения. Например, в прошлом видео мы обсуждали настольные игры. Я вообще очень сильно удивилась, что мой канал смотрят люди, которые тоже любят настолки. Мне казалось, что это настолько непопулярное увлечение. И в целом все люди, с которыми я успела пообщаться с Ютуба, кажутся мне очень милыми, очень добрыми. И что самое главное, хотелось бы подметить, интеллектуальными. На самом деле, в реальном окружении людей очень трудно сформировать именно тот круг общения, который тебе подходит. А на Ютубе как будто бы я притягиваю именно тех людей, которые соответствуют мне по моему внутреннему миру. И это очень-очень классно, я это очень-очень ценю. Желаю всем сладких снов, хорошего дня. И до новых встреч. Всех очень жду на аукционе.